Всем добро пожаловать, меня зовут Андрей, но меня все знают здесь. I want to welcome everyone. My name is Andre. I'm sure you all know me. На те, которые онлайн, может, меня первый раз видят, меня зовут Андрей. My name is Andre. Я сегодня буду делиться своими откровениями. And I want to share some of my revelations. И я хочу сегодня поговорить о любви Божией. Об этом уже много раз говорят, потому что это одно из самых таких важных. And I want to talk about the love of God. I know a lot of people talk about it, but I think it's very important. И поэтому я тоже хочу об этом поговорить. So I want to talk about it again today. О моей версии, или не о моей версии, а как я смотрю на любовь From my Божию. perspective of how I see the love of God. И я поэтому сразу открою Писание с Евангелия, с Библии. Матфея, 22 глава. And I want to start with reading Matthew chapter 22. С 35 стиха по 40. Verses 35 through 40. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». One of them, and an expert in religious law, tried to trap him with this question: "Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses?" Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important: love your neighbor as yourself. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments." То есть, если взять все существование человека, сколько там, 5000 лет, за что было написано в то время, что сейчас пишется, и что еще будет писаться о Боге. So if you take it from the beginning of creation, you can go back 5,000 years from now. Everything that was written about God and His commandments was then and now the same. И если взять все Слово Божие и сократить, то это вот этих двух заповедей. So if you just want to shorten the whole Bible and just sum it up, you will get these two commandments. И если, может, как будто и это чересчур сложно, And if you think this is kind of hard to achieve, то эти две заповеди можно еще сократить в одном слове. Это любовь. You can even sum it up in one word: love. Все, можно закрыть Библию. So you could just shut your Bible and be done with Проповедь Christianity. закончена, пошли домой. And I'm done with the sermon, we can go home. Но очень много также аспектов, да, в любви. Бог говорит: «Я есть любовь». And there's so many different angles and aspects to love, and God said He is love Himself. Я когда подрастал, и у меня вот такие детские вопросы были: кто Бог? When I was growing up as a child, I had these childish thoughts and questions like, what is God? Who is God? Кто Бог по натуре? Who is God in His nature? То есть, если я смотрю на птицу, то я сразу подразумеваю, птица летает. Like if I look at a bird, I obviously can tell that a bird should fly, right? Когда мы думаем о рыбе, мы не видим рыбу без воды. Мы так думаем: окей, рыба плавает. And when we picture a fish, we right away imagine water. И у меня, когда я вижу человека, человек он может быть разный, он может быть плохой, может быть хороший. Человек грешит вообще. Вообще человек сам грешник. Он через кровь Иисуса Христа мы не грешники, но человек, у него вот такая вот натура есть. And when we imagine a human, sometimes we can think of good and bad because we're all so different.
because we're created in the flesh. And we tend to sin, even though obviously we can be cleansed with the blood of Jesus, but we have a sinful nature in us. И вот такой вопрос. Кто Бог? Вот подойти, выбрать быстренько какого-нибудь верующего всю жизнь. И так подойти к нему и спросить, кто Бог? Раз, два, три, быстро, кто? So just try to come up to a Christian and just ask them quickly, who do you think God is? I'll give you 3 seconds to answer me. Такой, кто Бог по натуре? С чего Он сделан? Это как Who бы is God by nature? What is he created of? странный вопрос. Но Бог отвечает на это. Я есть любовь. But God says that he is love himself. У Бога много имен есть. Он говорит, что я праведный Бог, я еще такой Бог. Но один раз, по-моему, говорится, где он говорит, я есть любовь. And there's so many different names to God and who he is, and he calls himself different names, but he says that he is love himself. То есть как бы в нем льется любовь. Because love overflows through him. И я еще такой вопрос, еще один задавал тоже такой чисто детский вопрос. В детстве задавал, и еще когда уже подрос. Что делает Бога таким сильным? And growing up, I also had another question, what makes God so powerful? Он царь царей, он Бог богов, он властвует He's the над King всем. of kings, the God above all gods. He is the sovereign God. И никто ему не может подойти и сказать, а почему там это? And no one can come and confront him and say, why is this happening? Because he is God. Это невозможно, потому что он делает все правильно. Because he does everything right. Это никто не может сказать, а вот у меня другое мнение, потому что все, что Бог делает, оно уже решено, оно уже не переделывается. Because nobody can contradict him and say, well, I have a different opinion. Because everything that God does, it's already been set in place. Почему он такой великий? Why is he such a great God? Я иногда так смотрел на небо, смотрю на звезды и думаю. Sometimes I look up into the heavens and I think. Думаю, Боже мой, откуда столько силы? Where does all this power come? И вот когда, допустим, смотришь на звезды и начинаешь думать о Его величии, вот, например, вот если взять, к примеру, самую ближнюю звезду, и чтобы до нее долететь со скоростью света, скорость света это, по-моему, где-то 180 тысяч миль в секунду. So if you take and look at the universe and even look at the stars and the speed of light itself, it's До первой звезды, чтобы до первой звезды, to get to the first star that you can imagine and see. И со скоростью света 180 тысяч миль в секунду. And it's about 180 miles a second at the speed of light. Это займет примерно 18 тысяч лет до первой It will probably звезды. take about 18,000 years just to get to the first star that is the brightest. Представляете, летите в Can you самолете. imagine that? Летишь в самолете час, You're flying in the airplane, 1 2, hour, 2 hours. 3, день летишь. You Тут fly for a day. 18 тысяч This is лет до about первой звезды. 18,000 years. И галактик, в каждой Think of all the галактике, galaxies, and in every galaxy, в каждой галактике 150 миллиардов there's about звезд. 150 million stars in each galaxy. И галактик 100 миллиардов. And there's thousands of different galaxies. Если умножить миллиард на миллиард, такой цифры нету. If you multiply million by million, there's actually no such number. Нету такой цифры. Миллион умножить на миллион, это будет триллион. А миллиарда больше нету больше, You чем триллиона. can't multiply billions because there is nothing greater than a trillion. У нас даже нету названия такой цифры. We don't even have a Есть word in такая our цифра, но vocabulary for названия such нет. a number. И вот смотришь на все эти масштабы и And you look думаешь, at all this creation,
И Бог каждую звезду знает по And имени. God, He knows each little star by name. А нас всего лишь 7 миллиардов людей. And there's only Очень хорошо каждого 7 знает. billion people here on Ты earth. думаешь, на все это величие, Боже мой, откуда столько силы? Что тебя And you делает start таким imagining, God, сильным? where does all this power come from? И опять же таки, это оказывается, если Бог говорит «Я есть And if любовь», God says that He is love, то это автоматически есть сила в this любви. is what gives Him that power, because there is power in love. То есть мы часто говорим, что мы должны любить друг друга, I know we должны talk a lot любить about loving ближнего. each other and loving our neighbor. Мы сразу всегда подразумеваем, что прощать нужно, в любви есть We right away милость. assume that with love there comes forgiveness. Но есть еще другая часть Бога, который, And that's all good, but there's also another side to love где and God, сила и власть. where there is authority and power in His love. И также в силе есть, то есть в любви, оказывается, есть еще наступательная сила. Because in love there is a reckless power, a power that goes against things. Любовь может наступать. Because love, it can actually tremble on things and step on things. Через любовь может проявляться гнев Божий. Because even through love you can see some anger. И поэтому все идет через любовь. Because everything flows through love. И еще я хочу еще один стих прочитать. Это Матфея I want to read 13 another стих. verse. It's Matthew chapter 13, verse 46. Это Бог притчи говорит о царстве, как царство небесное выглядит. And Jesus is talking about a parable of what the kingdom of God looks like. Некоторые, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. And when he discovered a pearl of great value, he sold everything that he owned and bought it. Вот здесь очень интересный стих. Здесь говорится о Царстве Божьем, но здесь также есть подконтекст, намекает, как Бог вообще действует. Because in this verse, he's talking about a parable of the kingdom of heaven, but it also shows how God himself moves. И это Иисус говорит об этом примерно, Jesus is talking about this. как Бог действует. The way God is. То есть представляете себе картину, какой-то человек нашел какой-то жемчуг, So just imagine someone finds a little pearl, пошел продал sells everything, все, что имеет, everything he's ever и had, пошел купил этот камень. and goes and buys that little pearl. И что дальше? And what's next? Представляете, я пошел, продал свой Can you дом, imagine продал me? I sold everything, sold my машину, house, все свое My имение. kids, everything that I have. Прихожу и говорю моей жене: во, And I come to my wife and say, look what I got. Look at this little pearl. камень. Look at this rock. То есть вот примерно как Бог действует, великий Бог, у That's an которого example все of God в Almighty and дизайне, how He все moves. совершенно. Because He is sovereign and everything is perfect in Him. Бог может поступить вот так. Он, то есть это говорится, здесь показывает Его действие, Его любовь. It just shows His love and how reckless He can be Я думаю, as об a этом, God. когда Иисус говорит об этом камне, Он говорит о нас, о людях. And when Jesus is talking about this pearl, I believe that He's talking about us, the people. В этой большой вселенной In this huge universe, находится Земля. and there's earth in this Это universe. мы. And we are the people on this earth. И Бог берет то, что у него самое дорогое. And God takes what's so valuable to Him, the most expensive. У Бога много I mean, чего God has есть. everything. Но Он берет Сына But Своего, He takes His Son, которого очень сильно любит, the one He really loves, и отдает Его на смерть за нас. and gives them up to go to death for us. И
Вот это примерно такое же поведение, как Иисус говорит, отдает свое имущество. So in this parable, like he says, he gives up everything that he's То ever. есть Бог most valuable. поступил с нами, Его любовь настолько велика, это то, что меня поразило. То, And what что, shocks me is how great his love is, and it just shocks me что Он со всей этой большой вселенной, Он выбрал нашу землю, выбрал нас. that through this huge universe, he picked us, our earth, and us, the people, И отдает своего Сына. and gives up his Это son тот for Бог, us. который ничего общего с грехом не It's хочет that God иметь. who has nothing to do with sin. Его Сын отвращает. Он никогда не согласится что-то общего иметь с грехом. His son, who's so pure and holy, nothing to do with sin. И Бог отправляет своего Сына, и Сын соглашается And he sends Jesus, and he agrees to come down to this earth взять весь наш грех. to take all our sin upon himself. И вот когда вдумаешься в это, почему мы такие слабые, почему мы не такие, And when you think почему of мы all такие this, трусливые, почему мы не способны на такие сумасшедшие вещи. you think of all this and what he did and how great his love is, and you question, God, why am I so weak at times and not powerful and I can't do such things? Это все очень просто. Нам любви не хватает. Because we don't have enough of that love. Мы даже вообще особо не знаем, что такое, оказывается, Because we fully любовь. don't even comprehend what is love. Потому что, живя в этом мире, мало кто говорит, может, кто-то и говорит, но сила заключается в силе. Because people think power is just power. Нету такого, царь отдает свою жизнь за людей. Because we don't see a lot of examples of where a king gives up his life for his people. То есть, или то, что царь служит Or a king людям. serving his servants. We don't see that. Все наоборот. Because here on this earth, it's the opposite. Люди служат царю, президенту, Servants, they serve а потом the king, the president, еще их убивают. and then you see them get murdered later on Вот This crazy на politics. такой земле мы живем. because we live on this kind of earth. Я думаю, что когда-нибудь мы поймем, что такое любовь, придет большое откровение, When we fully understand what is love, we'll have such a deep revelation что это все наши страхи, все наши немощи, all our fears, our anxiety, оно просто все отвалится. they'll just fall off of us because love and fear has nothing in common. И я хочу еще знаете, еще такой пример есть. Вообще без любви практически ничего не может существовать. Так же, как и без Бога ничего не может Technically, существовать. without love, nothing can exist. Just Когда мы like without говорим, God. без Бога ничего не может существовать, и Бог говорит, я есть любовь, то есть и без любви не может ничего Because without существовать. God, nothing can exist. And if God is love, then without love, Все there can't be все anything. его творение, все эти звезды, она подразумевала собой любовь. All of his creation, it is created by love. И как дьявол, что Бог сделал с дьяволом? Он его просто забрал способность любить. And what do you think happened to the devil? He just didn't have that love. God took that love away from him. Так если подумать, дьявол по-настоящему
по-настоящему он даже разгневаться не может. Потому In что all honesty, the devil, he doesn't even have that righteous anger, you can say. He doesn't have that true anger. настоящий гнев может быть только из любви, а 'Cause все true остальное это anger- просто психи. It actually comes from love. Everything else is just craziness. Представьте себе, дьявол сидит такой страшный, рогатый, там, You с picture the devil хвостом, all scary looking. там, ну какой он там, сидит там, ходит где-то там по You see him кладбищу, wandering такой around, страшный, и walking даже around the нормально cemetery. разозлиться не может. He can't even have true anger in him. Настоящий гнев, самый страшный, он принадлежит Богу. True anger, the scariest anger, it actually belongs to God. Вот это было бы очень страшно. Because that's actually really scary. А дьявол, он вообще, Иисус говорит про него, что он отец лжи. Because the devil, he's just the father of lies. Это Иисус говорит. Jesus says То that есть about him. природа, то есть он отец лжи. По His природе nature, дьявол he's- просто лжец. He's just a liar. Он даже не страшный, He's другими not even словами. scary if you- Он даже if не you может may. разгневаться He нормально. can't even really have true anger in him. Наш гнев может быть страшнее Our anger actually can be scarier than what the devil has в духовном мире, in the потому spiritual realm. что какими мы грешны бы ни были, но мы можем любить, мы But even though любим we наших as детей. can be sinners, we still have the capability to truly love and have that anger because God is inside of us. И вот это вот знание немножко освобождает. And knowing this actually sets you free. Да, христианин, который наполнен любви, который имеет откровение любви, A Christian who is filled with that love and has that knowledge of what love is, это очень дерзкий человек. it's actually a very reckless person. Он ничего не боится. He's not afraid of anything. Именно любовь делает нас героями. Because love, that's what creates heroes. Я хочу прочитать еще одно I want to read another verse. место из Библии. Это 1 Иоанна. It's 1 John 3:16. Не Иоанна, а 1 The Иоанна. 1 John. И Иоанна, 1 Иоанна 3:16. Вот есть еще такое. Есть Иоанна 3:16, а есть 1 Иоанна 3:16. So 1 John 3:16. И тут пишется, любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души своих за братьев. And we know that real love is because Jesus gave us his life for us. So we also ought to give our lives for our brothers and our sisters. То есть здесь немножко вот я почему, что именно любовь нас делает героями. Why do you think love can make us heroes? Герои не становятся, потому что они там психи какие-то, You're not a hero because you have some crazy anger in you, да, не думающие, они просто там что-то someone who делают. doesn't think. Но любовь, человек, который наполнен настоящей любви, и, допустим, он любит свою семью. A person who Мужчина, is filled with true love, like for example, if a male who loves his family, мужчина, который любит свою жену и своих детей, a husband who loves his wife and his kids, он способен защищать свою семью до смерти. he's ready to go to death for his family. И вот здесь прообраз той любви, которая делает нас героями. And we see that glimpse of that love that actually makes us heroes. И я верю, что что нам нужно побольше думать об этом. And I think we should actually think about this a lot Потому- more than we might. Потому что в каждом из нас есть какой-то определенный страх. Каждый человек чего-то Because боится. all of us has some kind of fear. We all have a slight fear in us. Кто-то стесняется Maybe кого-то, someone скажем. is
shy person, he's afraid of certain Или people. кто-то очень переживает за свой имидж, как он вообще выглядит в обществе. Maybe Боятся, someone is afraid of their identity, the way people look at him. кто-то очень сильно боится, допустим, Whatever fear that you may have, боятся говорить, допустим, здесь на if сцене. you're, let's say, you're afraid of public speaking and being up here. И вот еще стих, тоже 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. В любви нет страха, но совершая любовь, изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боявшийся несовершенен в любви. And another verse is 1 John 4:18. Such love has no fear, because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment. And this shows that we have not fully experienced his perfect love. То есть, если кто-то боится, то Like это if you have fear означает, in you, что несовершенен в whatever it любви. may be, it just shows that you're not in that perfect love, based on this verse that we read. И если кто-то чего-то боится, это значит, ему нужно попросить And if you do have some fear, больше любви then Божьей. ask for more love. Аминь. Вообще, любовь, она может проявляться в очень диком образе. Because love, it could actually show itself in a crazy form. Мы когда думал об этом, я думал, вау, ничего себе, когда мы говорим о любви, мы думаем там о цветах каких-то, Like when we think of love, we think of little flowers, да, everything's so pretty. о цветочках каких-то. Иисус, когда зашел в храм в ревности, When Jesus, he walked into that temple and had that anger in him, Он взял, разогнал всех, бросил He все, beat сказал, everyone down, что tore вы up the сделали с tables. Домом Божьим. and said, "What did you do with the house of God?" То есть Божья любовь может проявляться вообще в очень-очень таком грозном, это может быть наступательная сила. Because God's love, it can actually reveal itself in such a strong way that it can step on things. Иисус бы никогда бы не согласился взять самый-самый ужасный грех всего мира, который есть. And without that, Jesus wouldn't have been willing to take all of the nasty sins of this world. Представляете, все грехи, то, что были до Иисуса, Can you imagine all the sins that were before Christ, после after Иисуса, Christ, сейчас, now in the time we и live те, in, которые еще будут, and all the future sins, все самые ужасные all the грехи, nasty sins, самые-самые последние the worst негодяи, things you can think about, взяли этот грех, took all that Бог sin, взял этот грех и взвалил его на Иисуса. and God took all that sin and put it on Jesus, На праведного Иисуса, on this который holy, ничего righteous общего с Jesus, грехом, who had nothing to do with sin, он его ненавидит. because he hated it. Это отвратительно. И вот It он was теперь disgusting весь to этот him. грех на нем. But all this sin was on him. Вот что подразумевается под любовью. Это только And можно... only with love can you do that. И еще при всем этом, когда Бог увидел это, всю эту грязь на нем, And when God saw all that dirt on him, он не мог на это смотреть, he couldn't even look at that, что на его праведном сыне because on his righteous son, вся эта грязь. all that sin is on him. Он отвернулся. И тогда Иисус спустил дух. And then after that, that's when Jesus died. Казалось бы, все, вот здесь закончилось все. Но нет, Иисус еще не остановился, Он еще в ад спустился. And even after all that, Jesus didn't stop. He even went down to hell. Когда мы думаем о любви, у нас ассоциируются цветочки, а Because подумайте sometimes when об we think of аде. love, В следующий we think раз, it's когда everything's so будете pretty. думать Think о about любви, hell. спуститесь в ад на секунду. When you think of love, try to imagine hell for a second. Иисус, оказывается, после смерти туда спустился, After his death, и там he еще actually went что-то down to hell, поделал. and he did his mission there too. Там еще что-то поделал, там написано, что врата ада не одолели его. Это он там
Иисус наполнился любви, и, Jesus was filled with that love, and he could я не even знаю, что stand там было, against но, hell по-моему, он himself. там двери ногой взвалил He probably tore down the doors of hell и спустил измученных на свободу. and set some people free. То есть, говоря об этом, я еще хочу показать, что мы говорим часто о любви, но мы даже, по-моему, мы капельку We только talk a всего lot about видим. love, and we think we know a lot, but we just know such a tiny bit. Например, возьмем Давида. For example, let's take David. Читаешь его псаломы, You да? read his Psalms, Думаешь, ничего себе. and you're like, wow, Там столько много любви. there's so much he says about love, Он Богу в любви признается. and he expresses his love for God, Очень, очень творчески. and he's so talented and artistic. Он на арфе так играл, The way he played his harp, что там что-то демонам the становилось demons were неудобно. moving, that they got Вообще uncomfortable. очень хороший Давид. He was a great person, right? Очень такой добрый. Such В a good псалмах. person В псалмах in он the добрый. Psalms that you read. И это тот же самый человек, который догоняет льва и что-то там ему делает и убивает And it's его. that same person who's chasing down a lion and kills that lion. И потом это то же самое. Попробуйте, пойдите на льва. Try to go attack a lion. See what happens Нет, to you. догоните его сначала. First chase him down. Это получается, лев от него убегал. So Оказывается. it seems like the lion was running away from him. Ну, вообще нереально. So it's crazy if you think И about it. потом тот же Давид идет с сумочкой, да, там он еду братьям своим нес. So the same David who's walking И with some food on his shoulders, слышит, что Голиаф клевещет на Бога. he had a little backpack and he was going somewhere to eat, and then all of a sudden he heard that Goliath was talking bad about God. И в нем возрождается этот гнев, And you see that righteous anger Да. stirs up inside of him, эта злоба, что он вообще крыша едет, я буду воевать с Голиафом. that he can't even think straight, and he makes that decision that I will go against Goliath. То есть сразу весь страх уходит. All that fear, it just, Там была Goes армия away. целая, that whole army that he had to целая face, армия воинов. that whole army that he had to face И ни Goliath. одного человека не нашлось. And not one И person приходит пастух, stood up to stand against him. который любит Бога. And some little shepherd boy who loved God so much Говорит, я пойду. stands up and says, I will go. Братья ему говорят, иди отсюда, что, дурак? His brothers thought he was crazy. Ну, это была очень такая, я думаю, реальная заява. Что совсем, I'm sure people давай thought иду, he was иди nuts. домой. Но Давид, нет, типа я пойду. But Я не he знаю, stood как- strong in his decision. Не знаю, как он убедил Саула, но Саул ему дает там меч, там все эти I don't know how доспехи. he talked into Saul to let him go and face Goliath, but he gave him all the weapons he needed. Я говорю, нет, мне все это не надо. And David said, no, I don't need anything. Опять же, полностью обезбашенное поведение, потому что человек, он праведный, он наполнен любви. His actions were so reckless because he was filled with that love. И вот что нам нужно понять, And I вот think что we нам need to нужно understand просить that у Бога. and ask for this reckless love. Мы сильно много живем в страхе, Because a lot of us live in such fear, вообще всего боимся. fear of everything. Кто-то боится потерять работу, Maybe someone's afraid to lose their job. кто-то боится потерять свой бизнес. You're afraid to lose your business. Настолько мы зависимы. Но когда приходит откровение о любви, But when we get that revelation of love,
все наоборот приходит. И Everything бизнес turns обратно around. приходит, и деньги Your обратно job comes приходят. back И to оно you, не and the money становится уже follows you второстепенным. because it's secondary, Это уже все пройденный этап. because you don't even dwell on it anymore. Ам, И мне кажется, вот Давид, он ближе всего понимал, что такое любовь. Оно может быть чуть нежной, And I think David was an example of someone who knew that love to a certain extent, maybe more than we did. и вот Дэвид, представляете, музыкант, очень He's some красивые, musician, a любовные musician такие, who can play such любовные romantic, такие песни поет. beautiful songs. И тут он бросает арфу, And then he идет checks down his льва harp бить. and goes and beats down that lion. Поэтому я думаю, что нам нужно вот именно просить этой любви And I дерзкой, think we need to ask for that reckless, righteous, angry love. потому что мы трусливы только по одной причине. И в каждом из нас есть трусливость какая-то. And I know all of us has some sort of cowardness. Мы боимся всегда чего-то. Мы All of боимся, us is afraid of мы something. боимся странно выглядеть, Afraid to look weird, боимся повести себя как-то не afraid to так. look a certain way in front of Вообще others. полно вещей. There's so much things we can be afraid of. Но в 18 стихе говорит, если у вас есть страх, ваша любовь несовершенная. Because like what we read earlier, if you do have fear, that means your love is not perfect. И я думаю, что Бог это очень часто нам показывает это. Это не то, что это Он скрывает какие-то And I think God вещи о does любви. talk to us about this. And Библия переполнена такими словами, как праведник смел, как лев. because we see all over the Bible where it says that a righteous is brave as a lion. Не бойся, я с тобой. Do not be afraid, I'm with you. И поэтому, мне кажется, это просто из-за невежества. And I think it's just from a lack of knowledge and understanding. Поэтому я хочу, чтобы мы все подумали об этом, потому что нам очень много проповедуют со сцены, очень много говорят, что можно делать, что нельзя делать. Because we hear so much like what we need to do, what we shouldn't do. Иисус говорит только вот две главные But I think we заповеди. should just concentrate on these two important commandments. Все остальное само Everything приходит. else will just come to you. Не только все. Это мало того, что сразу все правила какие-то нелепые отпадают. I'm not saying that all the laws of God just fall away. Не только это, но также приходит сила, приходит свет ума, But power приходит comes смелость. and you see truth in your life. You have bravery. И это как раз нам чего не And I хватает. think we all can lack that. Потому что вокруг нас рядом реально дьявол ходит и хочет нас убить. Because I know the devil, he's walking around us, he's trying to destroy us. Но когда мы ходим в любви, мы очень смелые. But I know when we walk in love, we're very brave. Аминь. Я в заключение хочу также вернуться о том, что когда Иисус говорил, чему подобно Царствие Божие. And in closing, I want to talk about what is the kingdom of God. Да представляете себе, Иисус во всей этой вселенной, огромнейшей вселенной, наша маленькая земля. Can you just imagine God with this huge universe and our little earth? И с нами очень такими
греховными, лимитированными людьми. the limited, sinful people that we are. И Бог отдает свое самое-самое дорогое, то, что And у He Него gives up есть. His most precious that He has. При всем этом ненавидя грех и никогда не собирается с ним общего ничего And иметь. amongst that, hating sin and not wanting to do anything with it, Посылает своего Сына. He gives up His Son. И это уже большой подвиг, что Он согласился стать человеком. And it's amazing that He decided to become a human. И на этом не останавливается. Берет весь грех всего And He мира. didn't stop at that. He took all the sin, Все самые отвратительные грехи мира all the disgusting sins of this на world Иисусе. on Jesus. И там еще не останавливается. And He didn't stop there. Спускается в какой-то преисподний ад. Walks down to hell. И вот там уже ему точно не место. And for sure, that was not the place for Him. И он туда спускается. И там еще исполняет свою миссию. Goes down there and still finishes His mission. То есть вот это очень все вдохновляет. И All of this is so я хочу, encouraging. чтобы мы видели, что если мы хотим что-то достичь великого, And if we want to achieve some kind of greatness, что-то очень дикое, что something все radical and запомнят, reckless, то, что останется, Something that can be останется, запишется в вечности. left in history and written in eternity, Нам нужно просить той любви настоящей. we Не, need to ask не for той that любви, там, true, где все pure нюхают love. цветочки и все очень красиво. Not И that там и love where зайчики you бегают. sniff some flowers, А той любви, которая победит дьявола. but that love that will overcome the enemy. От той любви, от которой дьяволу будет страшно. From that love where the devil will be afraid. Аминь. Я хочу помолиться. And I just want to pray И чтобы Бог нам показал, чтобы Он нам дал, чтобы Он нам дал опыт почувствовать этой любви, I эту just want ревность. God to give us that experience to feel what that love feels like. Господь, спасибо Тебе, что Ты есть любовь. Thank you, God, that you are that love. Господь, спасибо Тебе, что Ты сильный не потому, что Ты сильный, That you're powerful not because of some power, а потому что Ты наполнен but любви. because you're filled with that love. Господь, Ты отдал все самое Gave it дорогое, что у all, Тебя all есть. your precious belongings. Иисус, Ты нам послужил, будучи You царем. served us even though you are the king. Мы хотим доверять And такому we want Богу, to trust this kind of God. такому Богу, который свою жизнь отдает That God that gives up His own life за нас, грешников. for us, the sinners. Господь, мы тоже хотим отражать Твою любовь. We want to copy that kind of a love. Господь, мы тоже хотим быть смелыми. We also want to be brave like you. Господь, мы не хотим убегать We don't want to run away from от things, дьявола. not to run away Мы from the хотим enemy. встретиться с ним и We want to победить face его. him and overcome him. Господь, дай нам эту ревностную Give us любовь, that boldness, которая ничего не боится, that love that is not afraid, который догоняет этого рыкающего льва, that love that chases down that lion, который хочет погубить нас that lion that's trying to destroy и us, убить его самого. kill him. Господь, дай нам этот гнев, который Give us происходит that из righteous любви. anger that comes from that love. Нам уже надоело бояться. We're so tired of having that Сколько можно fear. бояться? We no longer want to fear. Господь, дай нам любви, чтобы мы имели силы Give us that love that we have that power взломать эти двери ада to break through those doors of hell и освободить всех наших братьев и and сестер. set free those brothers and sisters in our life. Господь, спасибо Тебе Thank за you, то, God. что Ты нас так сильно любишь, что Ты Thank you for loving столько us so much.
героических поступков You did сделал so much ради нас, грешников. courageous things for us. Спасибо Тебе. Thank you, Аминь. God. Amen. Ну и мы все закончили.